Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу предложить вам сегодня связать вот такой узор бриош. Это узор к кардигану «Атлас» из журнала Vogue Knitting, зима 2021-2022 год. Наша давняя знакомая Айрин Близзард, по схемам которой мы уже сделали очень много мастер-классов, не только составляет схемы к узорам моделей, но и переводит описание моделей из иностранных журналов. И Ирина сделала нам такой подарок. Она перевела описание вязания этого кардигана. Ссылку на полное описание я оставлю под видео. А мы с вами свяжем узор к этому кардигану. Я никогда не вязала в технике бриош. И, честно сказать, как-то у меня не было такого желания. Да, мне нравилось смотреть на модели, особенно шапочки хороши, на мой взгляд. Но вот как-то не было желания у меня связать что-то. Но когда я увидела этот кардиган, он меня зацепил. И я не хочу сказать, что я готова связать полностью кардиган, но уже вязание в технике бриош мне захотелось узнать поближе. И вот мое первое творение. Я связала образец узора к этому кардигану. Резинка и один раппорт узора. Один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Смотрите, какая интересная техника. Двухцветное вязание. И на изнанке получается тоже полноценный узор. Очень интересно. Мне даже вот на изнанке больше нравится как-то. Ой, я даже не знаю. Здесь более ярко, здесь более приглушенно. Я хотела сделать мастер-класс, полностью связав часть резинки и уже переходить к узору. Но намучившись на резинке, с первого раза она у меня не получилась. Далее я скажу почему. Я решила, сегодня я отдельно покажу, как вяжется резинка. Мы с вами свяжем резиночку. А следующий мастер-класс уже будет продолжение, как резинка переходит в узор. И уже мы будем вязать узор. То есть у нас будет в двух частях мастер-класс по вязанию узора к кардигану «Атлас» из журнала Vogue. Давайте посмотрим на схему резинки. Почему я запуталась? Ну, во-первых, вязание двумя цветами одновременно не так уж это вот и просто. Когда уже едешь в схему, уже разберешься, то, конечно, уже вяжешь, вяжешь и вяжешь. Но я сначала, здорово попуталась. Тем более я невнимательный человек, но упорный. Так вот, схема резинки. Сначала мы вяжем подготовительный ряд, который не входит в раппорт узора. И в чем фишка вообще узора бриош при вязании двух цветов? Бриош, это английская резинка. Мы вяжем английской резинкой. Она, в принципе, всем знакома. Но когда вяжешь двумя цветами одновременно, уже непосредственно двухцветную бриош, то уже тут много нюансов. Итак, в вязании двухцветной техникой бриош провязывается один ряд пряжи одного цвета и второй ряд пряжи другого цвета. И вот эти два ряда считаются как один ряд бриош. Для резинки нам нужно набрать нечетное количество петель. Если вы будете вязать этой резинкой какую-то свою модель, то вы уже будете делать расчеты. Вы свяжете образец и будете делать расчеты. А для провязывания одного раппорта к модели из журнала нам нужно набрать 33 петли. На схеме показаны и кромочные петли. Схема будет перед вами в процессе вязания, и давайте мы начнем. Итак, набираем 33 петли вместе с кромочными. Здесь кромочные провязываются по-разному. Выберите пряжу двух цветов и разделите, какой цвет у вас будет. Цвет А и цвет Б. Кстати, этот узор называется жуки. В общем-то, похоже на таких жучков. Не знаю, можете назвать как хотите. Но я цветом А взяла светлую пряжу. И цвет Б уже темная пряжа. Чтобы не путаться, так мы будем ее и называть. И сейчас мы набрали петли пряжей цветом Б.
Первые два ряда, провязанные этой нитью, они не входят ни в раппорт узора, нету их на схеме, они указаны в описании. Начинать деталь изделия нужно, провязав два ряда нитью цвета B. Первый ряд мы провязываем лицевыми петлями. Все петли лицевые до конца ряда. И кромочную я провязала изнаночной. Провязали первый ряд, поворачиваем работу и этой же пряжей вяжем второй изнаночный ряд, вяжем изнаночными петлями. Вот так провязали два ряда, получилась у нас лицевая гладь. И начинаем уже вязать узор. Но для начала нам нужно провязать два подготовительных ряда, которые в раппорт не входят, но мы уже будем вязать двумя цветами. Присоединяем нить цвета А. Я буду так в дальнейшем называть вот свою желтую пряжу, чтобы не запутаться. Желтая цвет А, голубая цвет Б. И вяжем подготовительный ряд. Этот ряд будет изнаночный. Лицевая сторона у нас будет вот здесь. Схема к этой резинке и вообще схемы в журнале составлены для кругового вязания. Это значит, все ряды показаны как лицевые, но при поворотном вязании мы будем условное обозначение читать наоборот. Пустая клеточка в этом узоре обозначает лицевую петлю на лицевой стороне и изнаночную петлю на изнаночной стороне. Сейчас мы вяжем изнаночный ряд. Схему читаем слева направо в изнаночном ряду. Кромочную петлю мы провяжем лицевой петлей. Далее читаем схему. У нас пустая клеточка на изнаночной стороне, мы вяжем ее изнаночной петлей. Следующее условное обозначение. Делаем накид и снимаем петлю, не провязывая. Вот таким образом. Ее за заднюю стенку. Вот эти две петли — это раппорт в ширину. Снова провязываем одну изнаночную, делаем накид и снимаем петлю, не провязывая. И так вяжем до конца ряда. Одна изнаночная, петлю с накидом снимаем. Одна изнаночная, делаем накид и снимаем петлю, не провязывая. Провязываем так до конца ряда. Провязали петли раппорта, и у нас в конце одна петля для симметрии узора, мы провязываем ее изнаночной петлей. И вот здесь уже кромочную тоже провяжем изнаночной петлей. Мы провязали один изнаночный ряд, подготовительный ряд пряжей цвета А. Работу не переворачиваем. Мы сдвигаем ее вправо, и теперь у нас начало вязания. Мы будем вязать пряжей цвета Б подготовительный ряд. Снимаем кромочную петлю. Следующую петлю мы снимаем с накидом. Делаем накид и снимаем петлю. Вот тоже ее за заднюю стенку. Если мы ее снимем за переднюю, она у нас будет перекрещенная. Нам надо, чтобы петли не были перекрещенными. Петлю с накидом снимаем. И следующую петлю с накидом мы провязываем лицевой петлей вместе с накидом. Следующие две петельки лицевой. Снова делаем накид, снимаем петлю, не провязывая, изнаночную петлю сняли. И петлю бриош, вот петля с накидом, это петля бриош. И так я кратко буду ее называть, так она называется в журнале, и я буду кратко называть. Петлю бриош мы провязываем лицевой петлей. И повторяем.
Петлю с накидом снимаем, не провязывая, петлю бриош провязываем лицевой петлей. Петлю снимаем с накидом, петлю бриош провязываем лицевой. И так мы вяжем до конца ряда. Я думаю, что вам понятно. Изнаночная петля снимается с накидом, петля бриош провязывается лицевой. Последняя петля снимается с накидом, и кромочная петля у нас не провязывается, снимается не провязывая. Мы провязали один установочный ряд, который состоит из 2 рядов пряжи разного цвета. Теперь мы поворачиваем работу. Это у нас будет лицевая сторона. И будем вязать первый лицевой ряд. Чтобы не запутаться, нитью какого цвета надо вязать в дальнейшем, смотрите, накиды какой пряжи у нас связаны. Мы здесь вот накиды на спицы, на левой, у нас пряжей голубого цвета. Мы будем вязать сейчас пряжей противоположного цвета. Здесь у нас петля с накидом, не забудьте. Вяжем первый лицевой ряд пряжей цвета А. Вот я желтой пряжи вяжу. Провязываем кромочную лицевой петлей. Далее у нас петля с накидом, это петля бриош. Здесь на лицевой стороне она будет провязываться тоже лицевой. И повторяем. Петлю с накидом снимаем. Здесь уже вот петлю снимаем за переднюю стенку. Она вот так удобно лежит. Накид и петля снимается. Петля бриош вяжется лицевой. Петля с накидом снимается, петля бриош вяжется лицевой. Не советую вязать слабо, будет очень рыхло, потому что сама по себе резинка английская такая пышная, рыхлая. Если еще слабо вязать, будет некрасиво будет смотреться. Петлю с накидом снимаем, петлю бриош вяжем лицевой. Петлю снимаем с накидом, лицевая. И так далее. Провязываем до конца ряда. И последняя у нас петля бриош вяжется лицевой петлей. И кромочная тоже провязывается лицевой. Вот мы провязали первую часть первого ряда пряжи цвета А. Далее сдвигаем работу, не переворачиваем, сдвигаем работу и будем вязать первый же лицевой ряд пряжи цвета Б. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее у нас лицевая петля одиночная, делаем накид и снимаем эту петлю вот таким образом с накидом. На левой спице изнаночная петля с накидом, это изнаночная петля бриош, мы вяжем ее изнаночной петлей. Снова делаем накид, снимаем лицевую петлю, не провязывая, петлю бриош, петлю с накидом провязываем изнаночной. И вяжем так до конца ряда. Петлю с накидом снимаем, не провязывая, петлю бриош провязываем изнаночной. Петлю снимаем, петлю бриош провязываем изнаночной. Петлю снимаем, 2 вместе изнаночной получается. И так далее. Я думаю, что вам понятно. Последнюю петлю снимаем, не провязывая, вместе с накидом, и провязываем лицевой кромочную петлю. Мы провязали первый лицевой ряд, который состоит из 2 рядов пряжи разных цветов. Уже что-то получается. Красиво, да? С левой стороны у нас 2 нитки встретились. Поворачиваем работу и будем вязать сейчас второй изнаночный ряд.
Это ряд изнаночный. Не забываем, что читаем условное обозначение наоборот. И схему читаем слева направо. Вяжем нитью цвета А. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Затем у нас идет петля с накидом, петля бриош. Мы вяжем ее изнаночной петлей. Далее на спице лицевая петля, мы снимаем ее с накидом. Делаем накид и снимаем лицевую петлю. Смотрим, чтобы она не была не перекрещенной. И снова петлю бриош провязываем изнаночной, петлю с накидом снимаем, не провязывая. Петля бриош провязывается изнаночной, петля с накидом снимается не провязанная. Изнаночная, петля с накидом снимается и так далее. Вяжем так до конца ряда. Последняя петля бриош у нас провязывается изнаночной петлей. И провязываем кромочную тоже изнаночной петлей. Это мы провязали одну часть второго изнаночного ряда. Работу не переворачиваем, сдвигаем ее вправо и вяжем второй изнаночный ряд нитью цвета Б. Здесь мы кромочную снимаем, не провязывая. Далее делаем накид и изнаночную петлю снимаем вместе с накидом. Петля бриош, вот петля с накидом, провязываем ее здесь лицевой петлей. И повторяем, петлю с накидом снимаем, петлю бриош вяжем лицевой. Петлю снимаем, петлю бриош вяжем лицевой. Снимаем, лицевая, снимаем, лицевая. И так до конца ряда. Последняя петля у нас снимается с накидом, и кромочная петля у нас снимается не провязывая. Это у нас изнаночный ряд, и это у нас лицевой ряд. Красиво, да? И не скучно вязать. Мы провязали один раппорт в высоту. Далее узор повторяется с первого ряда. Давайте провяжем еще уже, просто я провяжу это быстрее. Нам нужно, чтобы резинка была более-менее похожа на резинку, чтобы вязать узор уже дальше, во второй части. Итак, вяжем первый лицевой ряд нитью цвета А. Провязываем лицевой кромочную петлю. Далее у нас на спице петля бриош, петля с накидом. Мы вяжем ее лицевой петлей. Следующую изнаночную петлю мы делаем накид и снимаем эту петлю с накидом. И вяжем так до конца ряда. Петлю бриош вяжем лицевой, петлю с накидом снимаем. И так вяжем до конца ряда. Привязали первый ряд нитью цвета А и вяжем этот же первый лицевой ряд нитью цвета Б. Снимаем кромочную, не провязывая. Следующую одиночную петлю мы снимаем с накидом, не провязывая. И у нас петля бриош лежит на спице, петля с накидом, вяжем ее изнаночной петлей. И так вяжем до конца ряда. Лицевую петлю снимаем с накидом, петлю бриош вяжем изнаночной. Петлю снимаем, изнаночная, снимаем, изнаночная, снимаем, изнаночная. Провязали первый лицевой ряд, ниточки у нас с левой стороны вместе, поворачиваем работу и вяжем второй изнаночный ряд нитью цвета А. Провязываем кромочную изнаночной. Далее у нас петля с накидом, петля бриош, мы провязываем ее изнаночной петлей.
Лицевую петлю снимаем с накидом, не провязывая. Петлю бриош вяжем изнаночной, лицевую петлю снимаем, не провязывая. Изнаночной снимаем петлю с накидом, изнаночной снимаем петлю с накидом. Провязали второй изнаночный ряд нитью цвета А. Сдвигаем работу, не переворачивая, и вяжем второй же изнаночный ряд нитью цвета Б. Снимаем кромочную, не провязывая. Далее у нас одиночная изнаночная петля. Мы делаем накид и снимаем эту петлю, не провязывая. Дальше у нас петля с накидом, петля бриош. Мы вяжем ее лицевой петлей. И продолжаем. Петлю с накидом снимаем, петлю бриош вяжем лицевой. Изнаночную петлю с накидом снимаем, петлю бриош вяжем лицевой. Петлю снимаем, лицевая, снимаем, лицевая и так далее. Итак, любуемся изнанкой. Хорошо. И лицевая сторона. Еще лучше. Я думаю, достаточно для резинки, чтобы продолжить вязание дальше. Я очень надеюсь, что я понятно вам объяснила, но я честно говорю, что я мучилась в начале, как ее вязать. Я посмотрела пару видео на ютубе и в итоге стала разбираться сама. Все, дальше узор мы будем вязать в следующей части видео. Ставьте лайк, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Давайте скажем спасибо Ирине за перевод описания такого замечательного кардигана. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!